Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. И сегодня у нас коты. Наши мейн-куны Арчи, Анфиса и Вилли. У Арчика и Анфисы 21 числа, 21 марта день рождения. Так что этот выпуск, можно сказать, праздничный. Он посвящен нашей кошачьей молодежи. Казалось бы, еще совсем недавно мы забирали их из Праги, из аэропорта, куда они прилетели из далекого Барнаула. Это было в конце июля 2020 года. У меня есть эпопея на канале из 40 серий. Все, как мы их забирали, как они... А их двое там? Двое, да. Ну все. Давай к нам, иди сюда. Не надо. Как они потом первый раз встретили кота Вилли, как они увидели лебедей, первый выход в сад, и вообще все. Если не смотрели, посмотрите, это эпопея 40-серийная про котят. В какой-то момент, когда они уже стали не совсем котятами, я этот сериал прервал и стал снимать просто текущую жизнь. А в сегодняшнем ролике мы с вами наблюдаем, чем они занимаются. У них уже вполне сформировались характеры. Тот, кто постоянно смотрит мой канал, он в курсе, знает, какие трюки они делают, что от них ожидать. Итак, давайте. Арчик и Анфиса. И, разумеется, кот Вилли. Я иду, а там за кустом, за живой изгородью, притаился Арчик. Я когда бежал, он издалека меня засек, с поля ушел. А сейчас узнал. Да, вот он. Любуйтесь на него. Вот он, красавчик. Узнал папу. Арчух, домой-то пойдем? Все твои дома. Один ты гуляешь. Пошли. Да? Пойдешь? Не, говорит, мне тут, говорит, прикольнее. Давай. Это меня оставили старшим над ними. Ирина с сыном, они поехали в Вену встречать беженцев из Украины, которые приехали. А меня оставили за старшего. И я их вдоволь наснимался, но они за неимением Ирины, и Арчик, и Анфиса вынуждены были ориентироваться на меня. Они были не очень довольны, конечно. Арчик у нас на столбе. Арчик у нас все. Он целыми днями занимается только охотой. У него охота на мышей. А мы с вами увидим, то есть у него своя программа большая. Анфиса в этом отношении, она гораздо спокойнее к мышам относится. Если кто-то поймает, она может украсть. Но самой ей не досуг этим заниматься. Видите, то есть он сначала оглядывает окрестности, потом идет на поле. Поле уже очистилось от снега. Соответственно, там везде мыши. Поля, вы знаете, да, у нас поля меняются, чередуются пшеница или рожь, кукуруза и трава кормовая. И идет поочередно. У меня есть такая тема на канале, называется «Вести с полей». Я регулярно вставляю в летние месяцы, в выпуски летние-осенние. Смотрите. Вилли там, за окном, ест мышь в настоящий момент. Эти двое сидят, наблюдают. Вилли, естественно, с мышью домой не пускают. А он другого места не находит, как сесть и на глазах все это делать. Это Анфися, она умеет принимать такие живописные позы. Ножку свесила, хвост. Все очень элегантно, на камине устроилась. А это на шкафчике в ванной.
Причем забирается, чтобы туда забраться, ей надо прыгнуть с раковины. Там достаточно скользко. Как она спрыгивает назад, ну, я ее уже несколько раз там застукивал вот в такой позиции. Вот. Мне это, честно говоря, не очень нравится. Я за нее боюсь, что она может как-нибудь вот неудачно там спрыгнуть. Вот. Но она вот уже регулярно. Я в один из прошлых роликов вставлял вот такой момент. Вот смотрите, то есть все, он на позиции. А коты охотятся в основном на слух. Вот что интересно. То есть он на самом деле, ну, смотрит, конечно, но он слушает, прежде всего слушает. Вот я наблюдал, как кот Вилли охотится подробно, мне вот удалось заснять, вот один из прошлых роликов был, ну, года 2 назад. Это охота, то есть он слушает, и уже потом по слуху уже ориентируется, начинает действия какие-то. Вот. А Арчик, он ходит по границам между полями, осматривает и... Вообще кошка на поле в Каринтии – это обычное дело. Вот когда едет, ну, Каринтия вообще это такая большая деревня, ну, такой сельскохозяйственный регион Австрии. Вот, во многом. Вот, горы, озера и долины, там поля. И вот едешь, и летом, вот весной, летом, осенью, такое. А когда поля голые, особенно осенью, после того, как скосят, обязательно на каждом поле по кошке. То есть, такое ощущение, что их специально рассаживают. Вот. То есть кошка на поле в Каринтии это такой, ну, это нормально. Вот едешь в машине, из окна смотришь, ага, сидит. Ну, значит, поле под контролем, значит, все нормально. Вот, Вилечка у нас охотится на участке. Что интересно, вот Арчик ходит на поле, все, но он особых успехов он, так сказать, не отмечает в своей охоте. А Вилли охотится на участке. Вот. И вот каждый день он с мышью. Вот минимум одну он каждый день ловит. И он понимает, вот Вилли на самом деле, он чрезвычайно опытный, у него все движения выверенные. Вот при том, что он такой, казалось бы, массивный, неуклюжий, но тем не менее, вот как охотник он гораздо более эффективный, чем Арчи. Ну, они в свободном выпасе вот у нас. Арчи, Конфиса, мы какое-то время пытались их ограничивать, как бы, ну, но потом цель наша была достигнута. В общем-то, у них сложилось четкое понимание дома. То есть прошло время, они четко понимают, что да, я пойду погуляю, но я обязательно возвращаюсь. Ну, сказать, мы убедились, что они боятся людей, они боятся машин. То есть в этом плане они как бы сами заботятся о безопасности своей. И как бы мы... О, штаны пошли штаны пушистые. Вот. И мы стали за них, в общем-то, достаточно спокойны. Анфиса при этом особо не гуляет, что интересно. Анфиса, вот как и Вилли, она предпочитает проводить время на участке. Вилли выходит за территорию только под покровом ночной темноты. Анфиса может целыми днями так и не выходить. А вот смотрите, эта Анфиса, сейчас у нее положено по времени, вот в это время с ней положено играть. Вот она лежит возле удочки вот этой, вот, и как бы намекает, пора со мной играть. Ну, я с ней не играл. Вот. Ну, зато она вот нюхает, это мамой пахнет. Да. Вот это мамина, да. Они вообще были скандализованы, они были ужасно недовольны. Как это так? На меня оставить их. Вот. Ну, я справился. Вот. А сейчас она возмущается, потому что, ну, Арчик гуляет, уже вечер, Арчик гуляет, и она всегда переживает. Вот когда его нет, вот она ходит, смотрит, сказать, говорит, выпустите меня, я знаю, где он, я его сразу найду. У них, на самом деле, сложились отношения, ну, я считаю, нормальная такая брат-сестра. Иногда у них драчки случаются, я показывал, там, шерсть клочками, такое бывает. Иногда Арчик ей наподдает. Вот. Но Анфиса, я считаю, что она, честно говоря, заслуживает периодически, что Арчик просто не выдерживает. Знаю, Арчик гуляет на улице. А она переживает. А Арчик гулять пошел.
Вот. Анфиса у него все таскает, из-под носа у него все ворует. Вот в плане еды, в плане того, ну, Арчик, конечно, постоянно такой обворованный своей сестрицей. Вот. Ну, иногда у него что-то такая переключается, и он начинает ее лупить. Вот. А драка, я выхожу, там все сбегаются. Ну, у них это быстро проходит, потом все, опять тишь да гладь. Вот, вот так. Ее интересует камера. Я поставил камеру просто вот, и она, так сказать, да, ей не хватает, мамы не хватает, да? Ну, в общем, они выросли такого размера, они небольшие. То есть они такого среднего мейн-куновского размера, весят сейчас больше 6 килограмм оба. Арчик чуть потяжелее, Анфиса чуть поменьше. Ну, вот между 6,2 и 6,5 килограмма в этом диапазоне. Они не будут такими крупными, как кот Вилли. Но, может быть, это и к лучшему. Вот. И я удостоился, что Арчик лег мне на ноги. Ну, ему положено. Вечером ему положено обязательно. Он у Ирины вот так берет, в ноги ложится, лежит. Ему это положено. Вот. Ну, так как Ирина в отъезде, ну, досталось мне. Вот. Я просто аж не дышу. Вот. Какая радость. На следующий день. Ну, я справился, я их там кормил, все нормально, слава богу. Вот. Играют ли они друг с другом? Да, у них есть периодические игры, не так часто, но у них ну, сразу заметны, так сказать, разные интересы. При этом Арчик, он сильно тяготеет к Вилли. То есть Арчик старается вот, ну, как бы проводить больше времени с Вилли и как бы ну, на него ориентируется. А Анфиса держится немного особняком. Сейчас предстоит лето, пора забот. Соседи начали приезжать. Наша улица стала заполняться. Вот. Их видят регулярно. А соседка мне рассказывала, 3 дома от нас, говорит, а я, говорит, обоих видела. Причем один, говорит, пришел вдоль озера по тростнику, это Арчик был, а Анфиса по улице. Вот. И встретились, говорит, у меня на участке встретились и, говорит, ну, со мной общались. Их уже знают. Вот. Знают, как их зовут, имена их. Все. Ой, Анфисия млеет, сидит. И очень хорошо, что у них нормальные наладились отношения с Вилли. То есть у них вообще никаких нет ни конфликтов, ничего. У них полная гармония. Итак, с днем рождения Арчи, с днем рождения Анфиса. Спасибо зрителям, что провели со мной вот эти минуты. И пока-пока.